Привет! Вы, наверное, слышали такие слова, как mid, side, и замечали их в различных плагинах. Или кто-то, возможно, где-то говорил: сделай громче сайт составляющую трека, срежь низ в сайде или добавь mid в середине. Что это все значит? Давайте разбираться. Кстати, кто не смотрел первое видео про моно-стерео, посмотрите, чтобы вы четко понимали, что это и в чем конкретно их разница. Это действительно важно понимать. Но если вы смотрели и уже четко понимаете, что такое стерео, и почему стерео — это два разных моноканала, а два одинаковых моноканала — это не стерео, и что такое псевдостерео, то для вас в этом видео я объясню, что такое mid и side составляющие, как их услышать и в чем их отличие. Погнали! И сразу предупреждение. Чтобы вы слышали стереозвуки, лучше оденьте наушники или слушайте через стереоаудиосистему. Через монодинамики в телефонах вы не услышите некоторые звуки. Чтобы полностью понимать моностерео, нам не хватает еще некоторых знаний. Mid-side. Что это, зачем это и почему это важно знать? Как обычно, все просто. Давайте разберем, что такое mid. Мидом называют моноканал, но только в стереосигнале. Вот наш стереозвук. Переходим в микшер и ищем крутилку стереосепарации. Если ее у вас нет, попробуйте включить эту кнопку. Если мы выкрутим крутилку стереосепарации до упора вправо, то наш звук будет играть полностью в моно. То есть и левый, и правый канал стали полностью одинаковыми. И то, что мы сейчас слышим, это и есть мид-сигнал, или он же моносоставляющая стереосигнала. Тут все просто. А что же тогда пропало из нашего звука? А вот то, что пропало, это и есть сайд-составляющая, или просто сайд-сигнал. Если объяснить по-простому, это работает так. Стереосигнал можно представить себе как три звука, где один звук — это моносигнал, который играет и в левом, и в правом канале одинаково. А второй и третий — это сайд-сигнал, где играет только разница между левым и правым каналом. То есть эти звуки полностью одинаково разные. Тут важно понять, что они не немного отличаются, или в них есть какие-то различия, как, допустим, в левом и правом канале стереосигнала. А в них нет ничего от слова совсем повторяющего. Это просто один монозвук, который с одной стороны перевернули вверх ногами. Вот наш сайд-сигнал. Тут левый канал, а здесь правый. Как видите, они зеркальные. То есть сайд-составляющая стереосигнала — это только разница звука между левым и правым. И, например, если их сложить в один канал, то они сами себя погасят. Объединим их в моносигнал и послушаем. Все, звук пропал. Этот эффект легко представить, как один канал делает звук громче, а другой настолько же делает тише. И получается, что они сами себя нейтрализуют. Подробнее, зачем нам нужно это знать, как контролировать и следить за этим при написании музыки, смотрите в моем видео про моносовместимость. Я думаю, вы поняли, что в стереозвуке есть мид-сигнал, который совершенно одинаковый и в левом, и в правом канале, или он же моносоставляющая стереосигнала. Есть сайд-сигнал, где только разница левого и правого канала, или он же стереосоставляющая. И если подытожить, то в моносигнале нет стерео, а в стереосигнале есть и моно, и сайд-составляющие. Переходим к самому интересному. Как получить мид-сигнал, то есть моно и стереозвука, мы уже знаем. Крутим ручку стереосепарации до упора вправо. А как получить сайд-составляющую? Наверное, вы скажете, нужно покрутить ручку стереосепарации до упора влево. Нет. Дело в том, что регулятор стереосепарации в микшере FL устроен таким образом, что когда мы крутим эту крутилку влево, мы просто делаем сайд-составляющую громче, а мид-сигнал остается на прежнем уровне. Поэтому, чтобы получить чистый сайд-сигнал, мы должны сделать вот что. Отправляем наш стереосигнал на два соседних. На одном канале выключаем сайд-канал, то есть переводим сигнал в моно, или, как вы уже знаете, оставляем только мид-составляющую.
переворачиваем звук вверх ногами, то есть разворачиваем фазу, и отправляем его на наш второй канал. Слушаем. Таким образом, мы получили чистый сайт-канал или стереосоставляющую. Можно его проверить. При включении моно ничего не должно играть. Тишина, значит все верно. Как это все работает? Все просто. Есть два канала, левый и правый. При их сложении мы получаем mid-канал, а если мы их минусуем, получаем сайт-канал. Для полного понимания хочу показать вам, как это выглядит, чтобы это уже закрепить. Вот наш левый и правый канал. Включаем стереозвук. Стереозвук, как мы знаем, это mid и сайт вместе. Добавлю для наглядности цифры. Mid у нас будет со значением 1. Левый сайт будет тоже 1. А правый сайт, как мы уже знаем, это тот же сайт, что и слева, только перевернутый наоборот. Значит, будет -1. Итак, плюсуем левый и правый канал. Складываем мид-каналы. Получается 2 мид-канала, то есть он становится в 2 раза громче. А сайт-сигнал сам себя гасит. 1 плюс -1 получается 0. Именно это и происходит с сигналом, когда мы выкручивали ручку сепарации в моно, то есть сложили левый и правый канал. Когда мы минусуем левый и правый канал, мид левого отнимаем от мида правого, получается 0. Сайт минус сайт. 1 отнимаем от -1, минус на минус равно плюс. Получается 2 сайда, то есть он просто будет в 2 раза громче. Вот это я и сделал с нашим стереоканалом в микшере, когда получил сайт-сигнал. Я просто отминусовал моносигнал и оставил только сайт-составляющую. Думаю, как и откуда берется мид-сайт, теперь вам понятно. Но если остались какие-то вопросы, пишите комментарии, с радостью отвечу. Конечно, я согласен, что если нужно, например, быстро прослушать сайт-канал, не хочется возиться с переворачиванием фазы и каналами в микшере. Проще использовать плагины, про множество которых и их отличия я расскажу в следующем видео. Благодарю за ваш щедрый лайк и подписку. С вами был Алексей Миллер. Крутых треков вам. Пока.